Всем привет! Друзья мои, все мы с вами видим мир по-разному. И сегодня я хочу пригласить вас на небольшую виртуальную прогулку по городу Познань. В какие-то города хочется возвращаться снова и снова, а при одном упоминании о других так сразу «Ой, нет, только не туда». И вот в Познань я очень-очень-очень хочу вернуться и надеюсь, когда-то это снова удастся. Снова удастся оказаться в этом прекрасном городе, в котором живут замечательные и очень доброжелательные люди. Сегодня будет самая обыкновенная прогулка, фотопрогулка. Никаких исторических фактов, никаких конкретных цифр. Мы с вами просто немного погуляем. Поехали! Первый раз в Познань я была 5 дней по делам, поэтому туристическая часть была очень быстрой и очень сжатой. И тем не менее, даже на бегу умудрялась что-то снимать, несмотря на не самую сильную технику. Вы сейчас как раз видите перед собой слева Старый Бровар. Это один из двух торговых центров, которые я тогда запомнила. Старый Бровар и Познань-Сити. Сейчас это Авенида. Разумеется, запомнила Познань Главный, это вокзал, Старый рынок и, конечно же, озеро Мальта. На озере на самом не была, но озеро запомнила. Почему? Ну, потому что мне не давали визу, пока я не заполню туристическую программу и какие достопримечательности собираюсь посмотреть в этом городе. Ну ладно. И, конечно же, Фара Познаньска. Вы сейчас видите, что фотографии самые разные, то есть меня интересует абсолютно все. Серьезные, несерьезные моменты. Ну, так как это просто прогулка, да, вот сейчас видите трамвай, к познанским трамваям у меня просто какое-то трепетное отношение. Не знаю чем, но они мне очень нравятся. Сейчас видите бровар, Старый Бровар внутри. Ну, опять же, это фотографии 2015 года. Это университет имени Адама Мицкевича. То есть все, пожалуйста, абсолютно все можно встретить из того, что я не успела удалить. Так как выкладывать подобные видео не собиралась, монтировать не собиралась, то удаляла, чистила компьютер. Но вот в этом году поездка не случилась. Если бы случилось, видео бы не было. И я так скучаю за этим городом, что пересматривала и решила смонтировать. Сейчас видите Императорский замок. Это здание просто как магнит притягивает меня, и буквально каждую свободную минутку пыталась к нему приехать. Снимала даже вечером, специально проехала в трамвае, но вечерняя съемка в трамвае, горел свет, и я хорошо видела только себя. Ну, то есть я-то видела замок, а вот вы бы его не увидели. Очень, очень интересно. Можно ходить часами вокруг. Вот посмотрите поближе, какие красивые элементы, какая работа. Историю замка вы почитаете сами. Это уже не замок, это уже ближе к центру, совсем к центру. Почему не рассказываю? Да, извините, это один из самых узнаваемых фонтанов в городе на площади Свободы. Историю не рассказываю для того, чтобы вы почитали, это раз. А два, по-моему, ее рассказали уже просто все. Сейчас перед вами улочка, я не знаю ее название, но она мне так понравилась, и на секунду, честно говоря, показалось, что я в другой стране. А это фотография прошлого года, 19, когда мне наконец-то удалось сфотографировать центр города при ясной погоде. Ну, ратуша не поместилась, поэтому в двух частях, но тем не менее, мне кажется, память хорошая. Конечно же, эти дома, здания можно рассматривать бесконечно. Это, ладно, не буду говорить даже какой век, пожалуйста, почитайте, так вам самим будет интересней. Ну и каждая прогулка, естественно, в конце концов мы становимся голодные. Поэтому сейчас вы видите реставрация Вейский Ядва. Это ресторан национальной кухни, находится, можно сказать, на площади, но буквально метрах в 20 от самой площади. Интерьер сейчас перед вами, то есть вы будете иметь представление. Как мы туда попали? Я искала рекомендации в интернете и
именно этот ресторан рекомендовали сами местные жители. Ну, цукер, кто не знает, это сахар. И, конечно же, мне стало интересно. Предупреждаю, порции огромные. Это тарелочка. Специально вот сейчас положила руку, чтобы виден был размер. Ручка у меня не маленькая. Мы заказывали, это общий вид стола, мы заказывали четверть утки. Когда принесли эту утку, у меня было ощущение, что это мамонт. Сейчас перед вами Познание, самый крупный торговый центр Познани. Тогда его еще не было. Да, это фотография прошлого года. Сфотографировать его толком мне не получалось. Все время был режим бегом. Это просто какой-то ужас. А вот это реставрация Сфинкс. И это панно просто как магнит притягивало меня на протяжении всего времени. Не знаю, чья это работа. Сам зал фотографировать... Нет, я-то его сфотографировала, но выкладывать не буду, потому как не спрашивала у всех людей, кто там был, разрешение на съемку. Это уже не Сфинкс, это марше. Это если вам нужно быстро покушать, быстро и вкусно, то пожалуйста. Почему разные тарелки? Кстати, имейте в виду, ну, тарелки разные, потому что люди разные. Нет, это все за нашим столом, просто я не буду вам афишировать, кто конкретно. Это уже ресторан «Веранда», Старый Бровар. Так вот, я не договорила о марше. Вы берете понемножку, в итоге выходит множко. И в прошлом году я умудрилась даже поправиться после... Ну, вкусно. В Познане очень вкусная кухня. Это отель, в котором мы остановились в прошлом году. Был полнейший форс-мажор. Изначально мы не планировали останавливаться здесь. Но все, что не делается к лучшему. И я действительно благодарна судьбе, что мы там оказались. Мне очень понравилось. Да я и отзыв написала, но действительно понравилось. Брали, это немножечко, вы видите, двор, совсем чуть-чуть. Номер с звукоизоляцией, и все было замечательно. Небольшой дворик, одноэтажное здание. Рядом до центра буквально действительно рукой подать. Это, как я говорю, то, что детали, которые мне нравятся, это я снимала, если не ошибаюсь, в районе Ронда-Ратая. Это мы заходили в Кота-кафе, немножечко интерьера. Да, качество съемки ужасное. Мой телефон, который уже наконец-то остался в прошлом, в помещении, тем более вечером, мы зашли перед самым закрытием, категорически отказывался снимать более-менее вменяемо, поэтому, извините, съемки такие, но я снимала для себя. Понравилось ли мне? Мне понравилось то, что животные находят дом. А вот почему я не купила эту чашку, понятия не имею. Но надпись мне так понравилась. Это просто потрясающе, потому что коты – это действительно как чипсы. Ну, что здесь делает бедронка? Во-первых, раз Польша, то должна быть и бедронка. А во-вторых, мне очень нравится мордашка этой божьей коровки. Такая она позитивная и замечательная. Остров Тумский. Фото здесь будет, по-моему, ну, очень-очень мало, потому что друзей, знакомых, родных я не собираюсь выкладывать в интернет. А блюрить слишком много. Но мы там были. Это план самого острова. К сожалению, чистила компьютер и месяц назад удалила очень многого. Вы видите, остров Тумский. Я и колокольный звон записывала. И, ну, на этом фото я надеюсь, что не нарушила никакие каноны. Сфотографировала монашку, но это издалека, и лица ее не видно. Надеюсь, что ничего страшного я не совершила. А это снова то, что я называю деталями, которые лично меня очень даже привлекают. Ну, вы посмотрите, какая прелесть. И сейчас вы видите мост. Не знаю, как насчет самый знаменитый, но самый узнаваемый точно. Остров Тумский и этот мост. Они есть на таком количестве фотографий, что даже у нас в гостинице в номере над кроватью была фотография этого моста. Здесь чуть-чуть меня. Эта фотография на раз, два, три. Я открывала глаза, потому что такое солнце было. Ну а почему вообще появилась? Потому что постоянно мои подписчики возмущаются тем, что я редко появляюсь в кадре. Ну вот вам было немножечко меня. Это тоже на территории
острова. Это то, что я говорю, детали. А это мы были в гостях и зашли в один костел. Это уже не Познань, это город Кощан. Не помню, сколько километров, но недалеко. Минут 40 мы ехали на Интерсити и приехали в гости. Фотографии во время прогулки я тоже удалила еще в прошлом году. Ну вот, осталось совсем немного. Костел и маленький-маленький кусочек прогулки возле прудика. Там были утки, сейчас вы это увидите, и я их, естественно, фотографировала. А в костел мы заходили исключительно как туристы. Ну, сейчас вы увидите фото водоема. Я так спешу всегда, вернее, не спешу, а так увлеченно снимаю, что мне сказали: только не урони. Естественно, угу, это соглашалась, конечно же, я. Но это вы все услышите вот буквально сейчас. Смотри, не урони. Мгм. А здесь рыбу не ловят? Ловят? Нет? To śmierdzi. Ale łowią. No Takie dzieci przychodzą Ну, sobie детка, tutaj, детки, nie? ну, дети, вон стоят. Жизнь, эти утки такие жирненькие, такие красивые, прямо прелесть. Не могла от них оторваться. Поэтому столько фото и даже до сих пор не удалила. И буквально одно фото. Это фара Познанска. Пожалуйста, почитайте. Это очень интересно и очень красиво. И дальше снимала внутри. Прежде чем, вернее, я знаю, что мне напишут много гадостей, съемка безобразная и так далее и тому подобное. Но я снимала для себя и даже понимая, что опять же в помещении мой телефон скажет мне потом все, не могла не снять хотя бы на память. Если поеду еще, вернее так, когда поеду еще, сниму. Снова обязательно туда зайду. Потрясающая работа, необыкновенной красоты. Очень и очень советую вам туда зайти. Именно посмотреть, почувствовать эту атмосферу. Ну, ближе подойти у меня не получилось. Там немножечко видно была экскурсия, и я не стала им, естественно, мешать. Ну, память такая осталась. И последний вечер. Это был последний вечер. После мы зашли в ресторации Ратушова прямо на площади, но там не... Нет, я немножечко сняла видео, но выкладывать не буду. Во-первых, много моих друзей. Во-вторых, тут же за соседними столиками пришло очень много людей. Там немцы, естественно, поляки, американцы. Но тоже я не брала у них разрешения на съемку, поэтому, поверьте, там очень вкусно. Очень и очень красиво. Это одно блюдо, одно из того, что мы заказывали. Почему остальных нет, я не знаю. Нет, вернее, как я знаю, но они на общих планах, а вот так отдельно только одно. Это была такая вкусная курочка. Даже сейчас помню. Хороший был вечер, но немножечко грустный, потому что на следующий день домой. А это мне просто понравилось, поэтому и сняла. На этом я с вами прощаюсь, оставляю вас наедине с Познанью и буквально немножечко вечернего города.